Церемония айаваски, трапы, лягушки. Гигантское количество бэд-трипов. Вы никогда не будете прежними, все это довольно-таки токсично. Очень сильно вредят своему ментальному, психическому здоровью. За 4 года жизни на Бали стали шаманами трансцендентных каналов, проводниками силы рода, прокатчики кундалини, тантрические мастера с великим жезлом, магистры чакр и повелители энергии ченнелинга. У тебя депрессия, жизнь не складывается так, как ты хочешь. Я знаю, тебе нужна помощь разобраться в себе. В этом тебе поможет грибной ретрит, и жизнь заиграет новыми красками. Да что ты, черт побери, такое несешь? Конечно же, многие слышали вот эти фразы и стёбы, и уже даже рилсы, и вот эти разговоры о том, что на Бали, еду на Бали за просветлением, за очищением, за перезагрузкой, за быть в моменте, да, вот эта вся история. Ну, к сожалению, да, сегодняшний хайп на теме стремления к просветлению, к духовности привело к тому, что процветает индустрия просветления, я бы ее так назвал. И Бали — это самая настоящая фабрика просветления, фейкового просветления. Очень большое количество людей прилетают на Бали за поиском новых смыслов. На родине происходит некий такой кризис идентичности, да, и вот люди в таком состоянии прилетают и начинают искать новый духовный опыт. И вот тут, конечно, присутствует такая доля риска, опасности, потому что все варятся в этом одном котле духовности и псевдодуховности, и непонятно, к кому ты попадешь и какой опыт все-таки тебе придется пережить. За 4 года жизни на Бали просто встретили миллиарды вот этих людей, которые вдруг стали шаманами трансцендентных каналов, проводниками силы рода, шаманы и прокатчики кундалини, магистры чакр и повелители энергии ченнелинга. Вот эти вот все слова, от которых уже реально вянут уши, все это ширма индустрии просветления, индустрии духовности, и это отдельная ниша, отдельная сфера, на которую большой спрос. И Бали — это эпицентр таких вот развлечений. Переходи по ссылке, оставляй заявку. Все ищут новые смыслы, новый опыт, и все хотят расширения. Поэтому, разумеется, на спрос, и существует огромное количество предложений, и, разумеется, и учителей, которые тоже могут быть псевдоучителями, псевдогуру. И я слышала, поскольку вот почему мы с вами делимся этим опытом, потому что много там прожили, много всего узнали, много с чем столкнулись, и поэтому мы всех призываем просто быть более бдительными в этих поисках, потому что существует огромное количество недобросовестных людей, да, которым просто на вас зарабатывают деньги, а может быть, они и правда очень верят в то, что они в свою миссию, что они готовы быть проводниками, но вот куда это все приведет, все эти проводы, это, конечно, неизвестно. Это называется light language. В переводе на русский — язык света. Могу ошибаться, но я слышу лишь рандомный набор звуков. Помню, в детстве мы тоже так все баловались, говоря всякую белиберду, типа «ащ-калящ, малящ-мащ», что-то такое. Очевидно, что у меня не получается понять, постичь что-то важное. Если кто-то из вас понимает, что происходит, пожалуйста, расскажите, поделитесь в комментариях. Прям реально видел таких вот людей, которые вчера еще булки пекли, сало коптили, а сегодня они там остеопаты, целители, тантрические мастера с великим жезлом. И забавно, что люди ведутся, и спрос большой, а на самом деле потом ты узнаешь, что чувак просто выживает, у него работы нету, вот он подрабатывает везде по чуть-чуть. Там, если послушать всю эту внутреннюю кухню, сколько нам всего рассказывали, это даже неприлично все это транслировать здесь. Существует, правда, большое количество случаев, когда это все плохо заканчивалось. Это не только я говорю о каких-то там тантрических практиках, там, где под соусом такой
тантры и духовного развития. Просто там происходят, например, какие-то оргии, такое бывало в Таиланде. Мы когда жили на Пангане, недалеко у нас была такая агама йога школа, и мы приезжали в кафешечку там часто завтракать и видели, что там все как в секте какой-то ходят в белом, все в белых рясах, и такие, ну, знаете, вот эти улыбчивые, излучают свет люди. Это все здорово, все круто, но потом оказалось, вот всплыла такая громкая история, что основатель этой школы был в бегах, его обвиняли в многочисленных изнасилованиях, там, как бы принуждениях к оргиям и так далее. Вот, когда уже кто-то там не выдержал, начал все это. Ну, в общем, все вот это вот все вот так вот. В общем, понимаете, да, что на Бали такого тоже очень много. Естественно, есть масса безопасных мероприятий, тусовок, церемоний. Многие из них стоящие и отлично подходят для людей, которые устали от классического, ну, типа отдыха с алкоголем до утра и в сигаретном дыму. Мы сами часто ходили на трезвые танцы, киртаны, где поют мантры, какао-церемонии, чайные церемонии, медитации, йога. И этого всего на Бали безмерное количество. Подобный способ развлекаться вплетен в рутину большинства людей. И люди на Бали в основной своей массе действительно немного другие. Мы встречали очень много светлых, добрых, открытых и чистых людей. И тут речь даже не про духовность. Это просто другой способ жить и мыслить. Но, к сожалению, это и прекрасная почва для спекуляций. Заигрывание с Богом и духовностью вкупе с раздутым эго часто уводят людей не на те тропы. Я уже говорил неоднократно, и я убеждаюсь и в очередной раз всегда, что духовность, она тихая, очень скромная, и она незаметная. И в этом всем громком, таком околодуховном движении настоящей духовности меньше 1%. Хотя нельзя тоже так говорить так однозначно, и видели мы много настоящих трушных людей, которые просто занимаются духовностью, но это происходит вот очень тихо. Вот. Это все не через плакаты, не через крики, не через тантра-сессии, не через вхождение тебя насквозь, и прохождение и выхождение, через очищение, о боже, боже, приходи к нам, сейчас сессии, круги, ретриты, вот это все, сейчас мы вот только у нас, вот только тут. Важно подчеркнуть, это видео не несет цели кого-то обидеть или оскорбить персонально. Мы лишь описываем ситуацию, которую лично, своими глазами наблюдали все 4 года жизни на Бали. Возможно, местами получилось эмоционально. Прошу не брать на свой счет, просто уже накопилась некая усталость от подобного фарса. Мы сами иногда принимали участие в этих играх и катались на духовных аттракционах. Вовлекаемся в духовный интертеймент. На Бали приятно увлекаться в этом. Сложно, находясь в самом большом мире парке развлечений, не прокатиться разок на американских горках. В целом это неплохой инструмент, чтобы отвлечься и перезагрузиться. И тут главное не увлечься и не доверять свое физическое и психическое здоровье людям, в чьей компетенции вы не уверены. Многие ритуалы, которые так легко проводят на Бали, являются достаточно серьезными процедурами и требуют определенных знаний, опыта и компетенций. И помните, в случае чего ответственность за принятое вами решение будете нести только вы сами. Друзья, если вы собираетесь отдохнуть на Бали, либо переехать на Бали на более продолжительный срок, и вы нуждаетесь в информации, лайфхаках, в советах, вы хотите быть более уверенными, вы можете записаться ко мне на личную консультацию, мы с вами созвонимся. Встреча наша будет длиться около часа или полтора. Я дам вам абсолютно всю информацию, вас интересующую, отвечу на все ваши запросы. Консультации я готовлюсь очень педантично и ответственно. Я исследую именно ваш запрос и высылаю после нашей встречи подробный гайд в PDF. Я, как мама 2 детей, которые практически родились и всю свою жизнь прожили на Бали, могу вам дать огромный пласт полезной информации, успокоить вас, предостеречь от чего-то. И таким образом вы максимально будете готовы к поездке на Бали. Еще нет ни одного недовольного клиента. Ссылка на всю информацию подробную, на отзывы довольных клиентов, также на мой контакт будет в описании.
Настя любит экстатик танцы, ездить, танцевать. Но мы ездили практически всегда вместе. Но я приходил и вижу, как вот большинство из этих людей, то есть это... да, многие приходят танцевать, но вижу, что там происходит. Это просто такая дикая ярмарка тщеславия, что кто-то просто танцует себе, их не видно. Но многие выходят специально. Я это называл, знаете, вот эти такие танцы, когда ты выходишь в предбанник, то есть перед входом в танцпол, чтобы где люди выходят или сидят на курилке, я назвал курилка, никто не курит в смысле, но все сидят, отдыхают, и они всем показывают, как они совокупляются с духом Бали, и там чуть ли не оргазмы, все прямо в процессе танца, и соответственно, как оргазм происходит, с криками, со стонами, и все это было. Я сижу такой, думаю, что тебя колбасит? Она же просто кундалини разогнала. Сомнительно, но окей. Многие могут сказать, что ты издеваешься, как же некрасиво издеваться, но я просто высказываю свою точку зрения, что мне это казалось неискренним, мне это казалось нечестным, мне это казалось наигранным и фейковым. Не буду резко негативно высказываться, плохо что-то говорить, но просто это все было с таким жирным, таким махровым налетом неискренности. Вот что я чувствовал, глядя на это. Да, я могу сказать, что я лично сам очень зажат и закрепощен, и во мне там какие-то миллионы блоков не дают мне возможность пойти потанцевать, так как открыто могут танцевать другие люди, но это мои внутренние проблемы, и я об этом искренне и честно говорю. Но это не отменяет того, что я сказал про ощущение нечестности и неискренности. Быть может, кто-то из вас разбирается в подобных процедурах. Пожалуйста, помогите разобраться, как это работает. Что говорить там уже про западное комьюнити, это вообще отдельная движуха. Нам ребята рассказывали, друзья, что это все постоянно фрилав, оргии и все. То есть я не говорю, что это плохо, и что я такой моногамный весь, и все осуждаю. На самом деле нормально, реально окей, я абсолютно нормально к этому отношусь. Но вопрос в том, что это не духовность. А самое стрёмное, что в эти тусовки попадают люди, которые одурманены вот этой околодуховностью. Если все открыто, честно, есть же на самом деле существует огромное количество всяких кинки-вечеринки, всякие свингер-клубы, люди просто приходят парами, семьями, личное дело каждого. Стрёмно, что через обман многие туда попадают, через одурманивание, через вот это все, типа, боже мой, мы сейчас введем тебя в тантр, а потом введем тебя в транс, а потом введем в тебя что-то там введем. Но иногда мы видим людей, которые по ошибке подумали, что они уже зрелые мастера и без какого-то медицинского образования искренне хотят помочь, провести какие-то практики, остеопатические какие-то штуки, но когда ты не специалист, но ты как-то по ошибке считаешь, что ты уже что-то где-то, и ты можешь просто навредить другому человеку, когда у тебя нет опыта, нет должного образования. Это заигрывание, увлечение игрой. И когда это увлечение остается просто лишь игрой, потом все взрослеют и расходятся по своим домам, окей, но когда эти увлечения могут навредить другим людям, это опасно и страшно. И речь именно об этом. Мне со стороны все это видится как своего рода игра, некий духовный интертеймент, конвейер нескончаемых развлечений для ума и тела. Также это можно сравнить с любой субкультурой. Внешние атрибуты разные, но принцип один и тот же. Определенные интересы, стандарты внешнего вида, своя мода, форма одежды и так далее. Церемония ayahuasca, там грибные эти все трипы, там рапы, лягушки, яд, камбо, всякие психоактивные вещества, да, там наркотики различные. Но вы должны, как я просто всех призываю, во-первых, просто задать себе вопрос, зачем, какая цель,
зачем мне это нужно, и вы, конечно, должны учитывать состояние своего организма, здоровья, анамнез. По факту люди на самом деле хотят просто бахнуть. Они вообще... нафиг им эти ритуалы в большинстве своем не нужны. И это, опять говорю, не потому, что я так считаю, а потому что слышал людей. Они просто приходят: ой, ну мы приехали на церемонию айаваски, но говорю, а что ты ожидаешь, что ты хочешь, что ты вообще от этого ждешь? Ну вот, не знаю, ну просто прикольное состояние. Вон там у меня вот друзья ходили, это прикольное состояние. Какое прикольное состояние? Это суперсерьезный шаманский там ритуал, который проводили где-то там в Латинской Америке, какие-то супер древние шаманы. А тебе будет проводить какой-то Васька, который вчера приехал сюда еще с сигаретом, с пивом просто стал шаманом, потому что здесь прикольно быть шаманом, и проведет тебе сейчас эту церемонию. То есть понятно, что ты не про церемонию, что это не про церемонию, что это про бахнуть, просто типа кайфануть, уйти от реальности. И куча шаманов, людей, которые реально называют себя шаманами, ездят по Убуду с бубнами и делают вам эти ритуалы. У них, знаете, у них вот как у солдат, у военных, они между собой вот этими, да, там, ну, там, медалями, заслугами, орденами. А вот у этих псевдодуховных людей, а у меня там 47 лягушек, а у меня 4 айаваски, а у меня 657 рапе в секунду, я вообще нюхаю просто это вот так вот, а потом в тантре танцую, у меня жезл больше всех, и они там жезлами этими меряются. Это все очень токсично, об этом мало говорят. Все стараются сказать, что это просто все безопасно, и зато после этого вы познаете мир на молекулярном уровне, и все, потом вы никогда не будете прежними. Ну вот правда, вы никогда не будете прежними, потому что все это довольно-таки токсично и вводит человека в очень кризисное состояние. Никто вообще не рассказывает этим людям перед церемонией про огромное гигантское количество бэд-трипов. Люди просто очень сильно вредят своему ментальному, психическому здоровью, если тебе там какой-то Вася-шаман провел этот ритуал. Бэд-трипа, выход из которого только возможен после принятия. Если принимаешь то, что ты не выберешься отсюда никогда, принимаешь то, что ты все попал, умер, назад дороги нет, и ты ничего с этим не поделаешь. Есть большие чаты и форумы про людей с опытом, которые просто 15 лет были в терапии, и потом вот у них-то вот такие вот ритуалы с ритуальщиками просто откатывали их обратно на 20 лет назад, на все 15 лет терапии, работы над собой, все шли коту под хвост. Это реальный вред. Нельзя заигрываться. Это как детям дать играть с оружием или со спичками. Это то же самое. Сколько ты бахнул? У меня 16 айавасок. Давай тебе 17 айаваску. Давай. Вау, классно. Но давайте будем честными. Сколько процентов людей идут в эти церемонии, чтобы что-то познать? Все хотят просто глюки, мультики посмотреть. Просто бахнуть. Вмазаться, кайфануть. Вот и все. Кому-то это зайдет, и потому что у нас у всех состояние здоровья абсолютно разное, то для кого-то это может закончиться очень плачевно. Вот, поэтому я просто не то, что говорю, что что-то там плохо, что-то там хорошо, просто призываю вас быть внимательными, осознанными, бдительными и очень аккуратно выбирать себе ваших вот этих проводников, будь то какая-то более серьезная практика с всякими лечебными травами и тому подобное. В этом нет духовности. Почему монахи сидят по 600 лет в монастыре и через длительные медитации и усмирение своего ума приходят к какому-то состоянию? Потому что это чистый путь. Эти грибы могут тебе откинуть, там, закинуть куда-то в какой-то результат, и ты, может быть, что-то увидишь, но ты не знаешь пути. Ты просто мельком увидел фрагмент результата. Какой тебе от него толк, когда ты не знаешь пути к нему? Поэтому монахи сидят через вот эти медитации, идут вот этим путем, они могут по нему ходить, они его знали, протоптали, они его выстрадали, и они усмирили свой ум, они знают, как в это состояние входить. Йога, там, пранаяма, учение, какой-нибудь там человек, мессия, гуру, который будет проводить сатсанги. Просто все фильтруйте и будьте очень бдительными. Кстати, на Бали мы по очереди проходили курс випассаны по Гоэнка. Это максимально нерелигиозное мероприятие.
10 дней без гаджетов в тотальном молчании и 10 часов медитации в сутки. Никаких вмешательств в сознание, никаких стимуляторов, никаких быстрых путей или фокусов. Только ты и твой беспокойный ум, который тебе предстоит усмирить. Это невероятный, меняющий сознание опыт. И главное, это чистый, трезвый и честный путь. Да, по сути, это тоже лишь очередная концепция, тоже лишь очередной подход. И я не буду говорить, что так правильно, а по-другому неправильно. Просто лично для меня такой путь более подходит, чем какие-либо трипы по всем веществам мира, но каждому свое. Но если бы у меня спрашивали мое мнение, то, на мой взгляд, такая усиленная работа над собой, без какого-то воздействия извне, это и есть что-то похожее на настоящую духовность, когда ты принимаешь волевое решение и трудишься. По факту, если смотреть на все эти вещи, то даже йога, к чему вся вот пришла современная йога, все скручиваются на узел и друг перед другом показывают, какой узел круче. О, нет, я так могу, о, нет, я так могу. Тут такой, знаете, как самообман тоже может быть, потому что все эти практики, все это человек как бы идет на ступень выше и тоже смотрит на тех, кто сзади, и это тоже все способствует разрастанию эго. То есть по факту ты хочешь от него отказаться, ты хочешь расширить сознание, ты хочешь получить вот этот эмоциональный, интеллектуальный, духовный рост, но на самом деле очень часто это тоже все способствует только тому, что эго твое растет, а соответственно, когда растет эго, ты отдаляешься на самом деле от познания того же мира, познания себя, своей сути, своей природы. Поэтому тут тоже нужно быть очень аккуратным. Мне, кстати, понравилась фраза одного йога, основателя ваджра-йоги. Есть такая ваджра-йога, с которой вот мы знакомы. Там на самом деле набор асан больше на ЛФК похож, там с корректным подходом к позвоночнику. И вот основатель его сказал такую фразу, что современная йога — это уже не йога, это эго. И это прям вот реально про это. Связаться на узел и показать другому: смотри, мой узел круче. Вот. Хотя на самом деле йоги, вроде, насколько, если мне не изменяет память и моя информация, которая у меня есть, то это люди, которые медитировали просто. То есть настоящая йога — это просто сесть и медитировать. Это вот просто по 50 тысяч лет. Вот это йог был в Индии, в Древней Индии. А сейчас это все, какие-то набор асан были разработаны, там их было там какое-то маленькое количество, и не было вот этих узлов, скруток вот этих, которые потом вредят позвоночнику. Вот, поэтому действительно, это хорошо, эта фраза хорошо отображает мир современного вот этого околодуховного рынка, этого базара, духовного базара, фабрики, масс-маркет просветления, что это все эго, это не про йогу, это все про эго. И это мое мнение, не хочу обижать никого, это просто мое личное мнение, просто его спокойно, вот так вот, никого не желая обидеть, высказываю с целью предостеречь вас от каких-то серьезных проблем, с которыми люди реально сталкиваются в этой фабрике просветления. Как и на любой фабрике, если проводим аналогию, если не соблюдать технику безопасности и не знать, что там, как там работает, то можно себе повредить. И тут я должен признаться, это видео тоже создано из эго, моего эго. И у меня нет абсолютно никаких иллюзий на этот счет. Но я и не претендую на звание хоть сколько-нибудь духовного человека. Или, упаси Господь, какого-нибудь гуру. Я ничего вам не продаю, не обманываю и, главное, не влияю на ваше здоровье. Как любому эго, мне важны просмотры, комментарии и лайки под этим видео. Но важнее всего это пытаться быть честным перед самим собой и сохранять здравый взгляд на окружающую действительность. Хотя это и максимально субъективный показатель. Но тем не менее, все-таки настоящие духовные люди, они, конечно же, они там присутствуют, они есть. Просто, понимаете, вот как, насколько я поняла, настоящая духовность, настоящая вот эта осознанность, она такая молчаливая, так скажем. Вот эти самородки, они там есть, но их просто нужно найти. Не все
принимать близко к сердцу, не все брать за правду, то есть можно все, многое попробовать, много кого послушать, но все, разумеется, фильтровать. То есть это такая сейчас жизненно необходимая особенность, которая и качество, которое нужно развивать абсолютно каждому, даже не касаясь темы Бали, духовности, потому что, да, мы живем в супер переинформированном мире. Все это про духовность у буле, белых экспатов и туристов. Но у местных балийцев своя уникальная духовность и одна на весь мир неповторимая религия. О ней мы уже сняли красивый документальный фильм. Прямо перед вами в центре экрана ссылка на него. Нажмите, чтобы посмотреть.